Так, раз, два, три. Сейчас мы проверим, насколько у нас все заработало. Нет ли проблем сейчас со звуком? Эх. Друзья, пожалуйста, если у вас есть возможность, напишите, нормально ли все со звуком. Раз, два, три. Сейчас мы проверим, насколько у нас все заработало. Так, кажется, что все нормально, но хочу получить от вас подтверждение. Сейчас я открою чат, чтобы я мог видеть всех, и мы начнем. Так, у нас вот здесь. Мгм. Вот, сейчас нормально, да, все со звуком, друзья? Отлично, отлично. Ну что ж, звук теперь не низкий, правильно? Мой голос теперь звучит нормально. Вот так вот мой голос уже не звучит. Пишут привет из Германии. Из разных стран нас приветствуют. Уже вижу разные языки. Очень здорово. Очень всех рад видеть, друзья. Безумно всех рад видеть. К сожалению, я так редко делаю стримы, и мне все время хочется с вами поговорить, с вами пообщаться. Очень здорово, очень... Так, ага, отлично. Все пишут, что сейчас все окей. Отлично. Отлично, друзья. Сейчас мы, как всегда, немного подождем, чтобы к нам присоединились еще люди. Вот. И мы начнем сегодняшний разговор. Я думал выбрать какую-то тему, но, честно говоря, мы редко делаем стримы, я редко делаю стримы, и поэтому я решил, что самое лучшее просто поговорить с вами, пообщаться и просто, чтобы вы задали какие-то вопросы, я вам задам какие-то вопросы, расскажу что-то о своей жизни, вы расскажете о своей жизни, может быть, зададите какие-то вопросы. Так. Ну что ж, давайте тогда посмотрим, что пишут люди. Так, у меня здесь снова выскочила одна ошибка, друзья. Простите, пожалуйста. Так, ага. Пишет, что какая-то проблема с key frame frequency of 4 seconds. Черт побери. Как бы еще понять, что это значит? Ладно, окей. Если все видно нормально, если звук и видео в порядке, то продолжаем. Будем игнорировать такие ошибки, я думаю. Будем игнорировать ошибки. Так, ну что, люди пишут: привет из Финляндии, привет из Иматры, привет из Эквадора. О, прикольно, Латинская Америка здесь. Привет из Канады. Канада, страна, которую я всегда мечтал посетить, друзья. Привет из Польши. Честь! Турция. Так, Турция. Как у нас по-турецки? По-турецки спасибо помню. А вот привет... Подождите, привет по-турецки не помню. Привет не помню по-турецки. Ладно, хорошо. Узбекистан. Финляндия. Кстати, много людей из Финляндии, смотрите. Классно. Ну что ж, давайте начнем, друзья. Хочется сегодня поговорить о том, что... начать. Я начну разговор, задам тему и попробуем поговорить об этом. Но, как всегда, у нас сегодня импровизация, поэтому если разговор пойдет в какую-то другую сторону, то и прекрасно. То и прекрасно. Хорошо. Значит, я хочу поговорить
мерхаба, точно, мерхаба. А я почему-то думал, что мерхаба... Кстати, мерхаба или мераба как-то, как больше произносится? Точно, да, я почему-то думал, что это... спасибо, это шекюр, тешекюрлар, да? Спасибо вам, спасибо. Точно, окей. Окей, окей, спасибо, друзья. Так вот, хочу задать тему, хочу поговорить с вами о лете. Дело в том, что сейчас 4 июня, начинается лето. Ну как, в России лето начинается 1 июня. Во многих странах лето начинается 21 июня. Но неважно, все равно июнь — это лето уже. Здесь, в Аргентине, все наоборот, и здесь зима. Вот, поэтому хочется спросить, что вы будете делать летом? Какие у вас планы на лето? Обычно, что я заметил? Обычно летом люди больше занимаются другими вещами, не изучают язык. Потому что, я смотрел статистику, трафик, там подписки и так далее. И летом всегда меньше трафика, назовем это так, да, в общем. То есть люди меньше смотрят видео, меньше слушают подкасты, меньше людей присоединяется к нашей membership программе. Кстати, присоединяйтесь тоже. Скоро будут изменения в membership программе, позитивные, я надеюсь. Так что присоединяйтесь, чтобы быть в курсе. Вот, и это логично, и это правильно, что меньше людей изучает русский летом. Летом что нужно делать? Летом нужно ходить на речку, ходить на озеро, на море, купаться, ходить, не знаю, в парке, в лес, проводить время с семьей, с друзьями. А вот осень, зима, вот это самое лучшее время, чтобы изучать языки. Я так думаю. Поэтому, друзья, все правильно. Скажите, какие у вас планы на лето? Что вы будете делать? Вы планируете летом изучать русский? Или у вас тоже, как сказать, идет спад, да, спад в изучении русского? То есть вы меньше времени будете тратить. Напишите, вы будете меньше времени тратить на русский летом или больше, или столько же? И что вы планируете делать? Так, вы пока пишите. Я потом тоже расскажу, что я планирую делать этой зимой. Да. Ну как? Друзья, я вам сейчас покажу зиму в Буэнос-Айресе. Ну, конечно, плохо видно, ничего не видно. Но там зеленые деревья, зеленые пальмы. Сегодня плюс 15 градусов. Нормальная зима. Нормальная. Так, ну что тут пишут люди? Так. Макс уже сказал, что это видео для тех, кто изучает русский. Забыл. Друзья, это видео для тех, кто изучает... Не так. Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Все? Готово? Галочка поставлена. Итак, что пишут люди? Зима, пишет Deadly Walrus. I'm a walrus! Почему только Deadly? Опасно, видимо, очень. Да, зима, конечно, зима. Здесь, в Аргентине, зима началась. Ну, скоро начнется. Бол Пол пишет: Макс, где ты сейчас находишься? Ну, в Аргентине, друзья, в Аргентине город Буэнос-Айрес. Так. Давайте посмотрим. Что у нас пишут люди? Здравствуйте из Вайоминга, США. Вы были в Коломну?
Коломна. В Коломне. Коломна. Коломна — это что такое Коломна? Не очень понимаю. Коломна. Коломна — это, по-моему, не знаю. Не очень понимаю, что такое Коломна. Коломна. Дайте я загуглю. Коломна. Коломна — это город в России. Коломна. Ну, город в Московской области, понятно. Нет, я не был. Я не был там. Коломна. Коломна — это еще название района в Санкт-Петербурге. Вот, да. Нет, я там не был, в Коломне. Но, судя по фотографиям, красивый город. Итак, значит, аноним М пишет: я буду изучать исландский. Исландский язык. Как вообще он звучит? Я не могу представить, как он может звучать. Так. Томас пишет: только что слушал выпуск про то, про как столкнуться... Так, как столкнуться проблемы? Вы будете точно еще раз поехать. Так, я переформулирую твой вопрос, Томас. Только что послушал выпуск про... Столкнуться — это... Нет, типа encontrar, да, здесь имеется в виду столкнуться, как encounter. Но мы так не говорим столкнуться с проблемой. Ну, окей, мы говорим, хорошо, можно так сказать. Только что слушал выпуск про то, как ты, Макс, столкнулся с проблемами. Ты будешь пробовать еще раз поехать в Чили? Надеюсь, что у тебя получится. Так. В Чили пока не знаю, но есть другой план. Близко к Чили, друзья. Так, Райан пишет, что собираюсь на горы Юты, потому что слишком жарко здесь, в Техасе. О, Техас, я представляю. Ух, в Техасе, наверное, очень жарко и очень сухо, наверное, очень сухой климат. Когда я жил в Неокене, в Патагонии, в степи, там было не так жарко, потому что была зима, но было очень сухо. И сухой климат — это, конечно, страшно. Это страшно. Так. Простите, друзья, сложно прочитать ники. Ман Хунгбой пишет: я буду путешествовать на море. Ну, наверное, я поеду на море. Лучше сказать так. Я поеду на море. Путешествовать — это просто вот ты едешь куда-то что-то смотреть. Я поеду путешествовать. Нормально. Но если ты говоришь, что ты поедешь на море, то лучше сказать: я поеду на море. Вот. Я поеду путешествовать на море. Нет. Или путешествовать к морю. Звучит плохо. Так не нужно говорить. Так, Фейкспе пишет, что я буду изучать русский и испанский и японский. Боже мой, изучать русский. Ты же, какой у тебя... Подождите. Я упустил этот комментарий. Я буду изучать русский, испанский и японский. Как можно одновременно? Я сейчас изучаю испанский. Ну, как? Я стараюсь это делать со скоростью черепахи, но я это делаю. Но тем не менее. Но 3 языка. Как можно изучать 3 языка? Для меня это что-то, знаете, что-то абсолютно неведомое. Давайте вот такая фраза. Для меня это что-то... лучше так, наверное, невообразимое. Невообразимое. Что-то невообразимое. Невозможно вообразить. Невозможно представить. Так, отправилось у меня, да? Ага, хорошо. Вот, соответственно, 3 языка — это, конечно, очень круто. Макс, как ты думаешь, можно ли в будущем посетить Шотландию? Можно. Кому? Просто какому-то человеку можно, конечно. Если ты хотел меня спросить: Макс, как ты думаешь, посетишь ли ты в будущем Шотландию, то
то я бы очень хотел. Я бы очень хотел. Моя любовь к Шотландии, конечно же, пришла из массовой культуры, да, из голливудских фильмов. Фильм моего любимого Мела Гибсона «Храброе сердце», да, Braveheart. В детстве меня он просто поразил, я просто обожал этот фильм, и сейчас это один из моих любимых фильмов, я смотрел его огромное количество раз. Я очень хотел прочитать книгу про Уильяма Уоллеса, но в то время интернета не было, и эту книгу было нереально достать в России. И так я ее и не прочитал. Потому что я знаю, что реальная история Уильяма Уоллеса и фильм Мела Гибсона — это разные вещи, но фильм все равно хороший. Фильм все равно хороший, и природа... Да. Так, Алиева пишет, что я уже начинаю изучать русский язык в июне. Супер. Изучение русского языка — это жизнь, поэтому всегда изучаю и зимой, и летом. Лови лайк. Жирный лайк. Deadly Walrus спрашивает, сколько градусов там. В Буэнос-Айресе, если зимой, то я уже сказал, 15 градусов. О, Марк, привет. Марк пишет, лето у нас... Лето. У нас начался месяц... лето у нас началось месяц назад, в мае и июне. Кататься на паруснике в Греции. Наверное, я буду, да? Кататься на паруснике в Греции. В июле на остров Исландии. Блин, Марк, просто фантастика. У тебя планы просто фантастические. Юля, кстати, пыталась пойти, даже записалась в школу яхтинга, но у нас не получилось, у Юли не получилось туда пойти, но, в общем, как только у нас получится пойти в школу яхтинга, мы тоже с удовольствием, очень хочется. Я очень люблю воду, водные виды спорта. Ты в Аргентине, окно похоже в России. Наверное, окно похоже на окно в России. Нет, абсолютно. Окна здесь совершенно другие. Ну, то есть, нет, как бы оно, сама рама, вот эта часть, это рама, да, пластиковая, пластиковый профиль. Он, да, немного похож, но вообще нет. К сожалению, в Аргентине окна... Ну, видимо, из-за того, что в Аргентине не так холодно, и поэтому, окна и герметичность просто отвратительное. Качество, к сожалению, окон. Вот в этой квартире неплохие, но все равно я могу в щель просунуть палец. Ну, то есть из-за этого летом жарко, зимой холодно. В общем, к сожалению, окна... мне не нравится, плохого качества. Так, хорошо. Кто пишет? Я перееду в Россию летом. О, буду жить в Коломне. Круто. Круто, что могу сказать. Очень-очень-очень рад. Удачи. Надеюсь, удастся там попрактиковать русский. Привет, Макс, я из Турции. Этим летом я буду в Москве, у меня будет стажировка там. Благодаря вам я значительно улучшил свой русский. Мой уровень B1 сейчас. Надеюсь, этим летом будет лучше в Москве. Я рад, желаю удачи. Пишешь ты отлично, просто отлично, просто отлично. Молодец, молодец. Так. Эй-эй-эй-эй, опять я потерял чат. Макс, я нашел твои видео, чтобы учить русский язык, и благодаря им я не только выучил русский, но и много узнал об Аргентине. Я очень рад. Я правда очень рад. Макс, у тебя есть брат или сестра? Спрашивает Сайфер. Сайфер, да, у меня есть брат. Мы с ним снимали видео про мотоцикл, про автомобили. Были видео еще довоенные. Вообще забавно.
потому что слово «довоенный» обычно в России использовалось в контексте до Второй мировой войны. Типа, смотри, мне там дедушка подарил часы. Эти часы еще довоенные часы. То есть часы, сделанные до 41 до 39 года, да, до начала войны. Но прошло уже очень много лет, и сейчас слово «довоенный» уже чаще всего используется в контексте, конечно, 22 года. Поэтому, да, эти видео с братом мои, они были сняты еще до 2022 года. Старший брат, да, у меня есть старший брат. Как много вопросов, друзья, много людей нас смотрят, просто столько комментариев, вы столько пишете интересного, просто супер, просто супер. Так, Томас пишет, в Финляндии лето очень короткое, то есть надо вообще получить максимальную отдачу. Копание или купание? Копание — это... Если ты копаешь картошку или работаешь на своем огороде, то ты можешь сказать «копание». Но вообще слово «копание», наверное, есть, но ты, наверное, имел в виду купание, да, купаться. В реке, в озере, да? Да, супер. Финляндия, страна тысячи озер. Я мечтаю просто озера, вот эти чистые, лес. Господи, вот я прям... С каким бы удовольствием я провел лето сейчас в Финляндии. Просто... Солнечные ванны, может быть, учить китайский язык. Боже мой. Фух, ну что, удачи тебе, удачи с китайским. Дяйо! Привет из Италии. Так, Макс, Сабрина начала говорить. Сабрина начала говорить на русском с некоторыми испанскими словами, но она говорит еще не очень хорошо. Иногда сложно понять, что она говорит. Вот. Привет, Макс. Мы с мамой были в Аргентине в апреле, в городе Мендосе. Ты там когда-то был? Да, я был в Мендосе. Мне не очень понравился город, если честно. Но мы, кажется, остановились в не самом хорошем районе. Вот, поэтому сам город мне не очень понравился. Но, может быть, проблема была в районе. Центр города, достаточно симпатичный. Горы красивые, и то, что город зеленый, тоже прикольно. Но в целом не могу сказать, что прям он мне сильно понравился. Но ничего, я бы туда еще раз съездил. Так, Фейкспир нам говорит, как Шекспир, да, только Фейкспир. Я изучаю 3 языка, потому что я просто очень хороший с языками. Ты очень хороший с языками? Да, просто так мы не говорим. Я очень хороший с языками. Как скажем? Обычно в этом случае мы говорим «мне хорошо даются языки». Есть такое клише. Да, я хороший с языками означает типа I'm good person and I'm right now with languages. Типа того, да, I'm good отдельно, I'm good и I'm with languages. То есть довольно странно на русском звучит фраза эта. Поэтому мы обычно говорим языки мне даются легко или сложно. Есть люди, которым сложно даются языки. Даются здесь означает, что людям трудно учить языки. Вот людям трудно учить языки, значит, людям трудно или тяжело даются языки. А есть люди, которым легко даются языки. Вот ты можешь сказать «мне легко даются языки».
Вот, мне легко. Кстати, я не могу сказать, что мне легко даются языки, но я не могу сказать, что мне тяжело даются языки. Я думаю, что вот где-то я посередине, наверное. Проблема скорее обычно в мотивации и во времени. Вот сейчас у меня огромная мотивация учить язык, но, боже, боже, времени просто на это категорически нет, просто категорически. Доходит до смешного. Юля, например, бронирует урок, да, бронировать мы говорим в таком случае. Сейчас я подумаю. Ну, на итоге, да, наверное, да, забронировать урок. Юля бронирует урок на итоге, думает вечером заняться испанским, и потом вечером что-то происходит, и тебе нужно решать какие-то срочные дела. И так каждый раз. Ой, боль, друзья, боль. Так. Так вот, давайте, мы остановились. Да, Фейкспир пишет, что ему даются хорошо языки, и у него испанский в школе. Круто. Так, можешь говорить некоторые фразы про политику? Политику? Не нужно про Россию, но хочу слышать слова, которые используются в политических разговорах. Спасибо. Я понял. Ну, проще всего, наверное, пойти на мой веб-сайт russianwithmax.com. Там можно найти подкасты по ключевому слову, да, keyword. Там есть politics, там есть keywords в подкасте, и можно вот по этому ключевому слову поискать или просто в поиске ввести политика и послушать политические подкасты, которые я делал. Я много достаточно лексики использовал. Но в любом случае я так или иначе периодически говорю про политику, поэтому обязательно будет такая лексика. Привет, я из Калифорнии, США, меня зовут Карлос. Привет, Карлос. Is Russian dialect similar to German? Я не понял вопроса, честно говоря. Я не понял, как это. Ну, конечно, нет. Мой ответ нет, но, может быть, я не совсем правильно понял вопрос. Можешь, пожалуйста, пояснить, что это означает? Так. Сколько минут в день нужно учить русский язык, чтобы быстро достичь уровня А2? У меня совсем нет времени. Джованни, дорогой Джованни, я не знаю. Ну, невозможно так сказать. Ну, правда, невозможно. Нужно больше информации, чтобы понять, сколько нужно минут в день. И что значит быстро? За неделю, за 2 недели? Ну вот пример. А2. Моя жена Юля, она... Интересная история, друзья. Я не буду ее полностью рассказывать, но нам нужно было, чтобы Юля сдала немецкий, да, German, немецкий язык, на А1. И в тот момент, это было год назад, нам нужно, чтобы она сделала это за месяц. То есть, чтобы она реально сдала экзамен по немецкому языку А1 немецкий за месяц. Она каждый день реально каждый день, от 3 до 5 часов она занималась самостоятельно и с преподавателем. Она не знала ничего.
ну, ни одного слова на немецком. И немецкий очень сложный язык, да, особенно если, ну, если ты... Для носителя английского, конечно, он легче, но если у тебя родной русский или какой-то латинский язык, то, ну, как бы немецкий — это вообще просто другой мир. И вот Юля смогла сдать экзамен на 96, по-моему, баллов из 100, и она сдала немецкий на А1 за 1 месяц. Может быть, 1 месяц и 1 неделю, как-то так. Поэтому могу сказать, что, ну, если ты будешь заниматься 3 часа в день, то А2 ты можешь, ну, как бы, до этого уровня ты можешь дойти за, ну, наверное, 3 месяца, я думаю. Но 3 часа в день. Ну, то есть вот зависит от твоего родного языка еще. Я не знаю, для кого-то, может быть, 2 месяца достаточно, для кого-то полгода. Блин, нельзя так сказать. Так. Макс, привет, пишет Брейден. Простите, друзья, если я буду произносить имена не совсем корректно. Привет, Макс, я просто хотел быстро сказать, что ты мне очень помог с русским языком, и теперь у меня есть довольно неплохой уровень. Ну, надеюсь, так. Ну, надеюсь, что так. Спасибо большое. Пожалуйста, пишешь отлично. Привет, когда вы поедете в Чили? Ох, не знаю, пока не знаю. Пока не знаю. Так, где твой сын, спрашивают. Мой сын в России. Сейчас он поступил в отличную школу в Санкт-Петербурге. Я его поздравляю, он молодец. Привет, Макс, я из Буэнос-Айреса, я всегда смотрю твои видео, они очень полезные. Спасибо за то, что ты делаешь, мне хотелось бы встретиться с тобой когда-нибудь. Хулиан, с удовольствием, можем встретиться, напиши мне на почту. Правда, мы скоро уезжаем из Буэнос-Айреса, но я думаю, что это вполне реально. Так, хорошо. Как ты сейчас изучаешь испанский? Ты просто смотришь видео и читаешь, или ты общаешься с людьми? Спрашивает Harry. Но по-русски Гарри. Да, я знаю, что Гэри и Harry — это разные имена, но по-русски Гарри Поттер, да, в общем, да. Поэтому Гарри С, не Гарри Пи. Хорошо. Как я сейчас изучаю испанский? Друзья, я сейчас просто слушаю подкаст. Я нашел один подкаст, который подходит хорошо моему уровню. Ну, не один, у меня целый, как бы куча подкастов, но чаще я слушаю вот один подкаст. Я подписался на транскрипции и читаю транскрипции, и пока так. Ну и на улице общаюсь с людьми периодически, да, какие-то разговоры. Пока так. Очень медленно все идет, к сожалению, но окей, всему свое время. Ничего. Главное делать, главное идти вперед, и рано или поздно все получится. Так, Ларсон пишет: At the moment I don't have a Russian keyboard on my computer. I'm studying Russian at A1 level, and I follow your channel on YouTube. Greetings, Max. Ну что ж, Ларсон, удачи с русским. Макс, можешь думать по русскому и английскому тоже? Ну, наверное, я могу сказать, что я могу думать на английском. Я могу в целом на какие-то темы. Если это не философия, там, не история, если это какие-то бытовые темы, или особенно работа моя, да, мой проект изучения языков, то да, ну, наверное, могу. Наверное, как бы я все равно думаю не так, как думает носитель.
у меня такой немножко такой English, да, ломаный такой язык, кривой, но все равно, да, в целом мне не приходится как-то переводить сначала по-русски что-то, значит, фразу построить, а потом ее переводить на английский. Нет, ты сразу на английском как-то у тебя она возникает в голове. Но по-английски я говорю еще реже, чем по-испански, поэтому, конечно, активный английский, он такой немножко вот прям слабый. Но никакой проблемы. Там 2 недели какой-нибудь интенсивной разговорной практики, и все будет хорошо. Так, Fake Spear желает спокойной ночи. Спокойной ночи. Макс, ты предпочитаешь ты или вы? Как вы предпочитаешь? Можно на ты, можно на вы. Не принципиально. Фасоль пишет привет из Бельгии, или Фасоль. Пишет, что нравится контент, особенно приключения на природе. Ура! Ура! Так, ну что? В Эквадоре у нас нет времен года, но думаю, я пойду в горы. Mm-hmm. Ну да, в Эквадоре нет времен года по месяцам. Но насколько я знаю, например, в Кито есть времена года, но время года оно меняется не раз в 3 месяца, а раз в 3 часа. То есть в Эквадоре, так как Кито, да, столица, находится высоко в горах, то утром там может быть зима, потом будет весна, потом лето, потом осень, и потом опять зима ночью. Такая вот тема. Да, ну, я, конечно, шучу, но да, в целом в таких городах, которые находятся очень высоко, большой контраст между ночью, большой контраст температуры, ночной температуры и дневной температуры. Макс, у вас есть один или два? У тебя 1 или 2 ребенка? Так лучше спросить. 2 ребенка. Карлос спрашивает, есть ли руководство для изучающих русский язык, посещающих Россию? Например, туристы, посещающие города впервые. Хороший вопрос, друзья. Вот Карлос спрашивает про, делаю ли я какие-то материалы, и вообще есть ли какие-то материалы хорошие для людей, которые хотят поехать в Россию, например, как турист или учиться, какой-то, может быть, сборник фраз или, короче, вот что-то полезное в плане языка и, наверное, инфраструктуры для тех, кто собирается первый раз в Россию. У меня была такая мысль сделать такой курс, не знаю, серию видео или еще что-то. Но началась война, и я понимаю, что сейчас во время войны немного людей едет в Россию, будем честны. То есть, окей, понятно, что зависит от страны, да, из стран Европы в Россию сейчас мало кто едет. Наверное, из стран Азии, Ближнего Востока люди едут, понятно. Но мне все равно кажется, что сейчас меньше людей едут в Россию, чем до войны. Поэтому я пока как бы приостановил эту мысль, эту идею делать какой-то контент для тех, кто едет в Россию. Если война закончится, я надеюсь, что она закончится скоро, и как-то ситуация будет меняться, то я был бы рад. Я был бы рад сделать, не знаю, в каком формате, но вот такие материалы для тех, кто едет в Россию.
Вот. Но пока, мне кажется, это не очень уместно. Ну, это мое мнение. Вот, поэтому, да. Ам, Так, тут люди обсуждают русские и немецкие слова. Бутерброд, например. Да, слово бутерброд — это абсолютно немецкое слово. Брод — это хлеб, и бутер — это масло, да, масло, хлеб. А, И интересно, что сейчас есть такие, мы называем их граммар нации. Опять, да, отсылка к Германии. В общем, это люди русские, которые такие очень такие радикалы в плане чистоты языка. Поэтому и граммар нации, да, как вот. Ну, может быть, не совсем это, конечно, хорошее слово, граммар нации, но действительно их так называют. Это люди, которые говорят, что русский язык должен быть чистым, и все должны говорить правильно. Ошибки — это плохо. Такие радикалы, да? Ну, конечно, в основном в интернете. И такие люди говорят, вот люди говорят слово сэндвич. Нет, нет, нужно использовать русские слова. Бутерброд. Нужно использовать слово, русское слово бутерброд. А вот эти сэндвич, это все английские слова, они не нужны русскому языку. Слово бутерброд. Да, смешно звучит, потому что и бутерброд, и сэндвич — это не русские слова, понятно. Ну, сейчас уже это русские слова, но они заимствованные, да. То есть в словаре русского языка мы найдем слово и бутерброд, и сэндвич. Но мы понимаем, что это заимствованные слова. Кстати, у меня был отличный стрим и даже видео про заимствованные слова. Я там, мне кажется, очень круто объясняю, почему заимствованные слова, английские слова, заимствованные из английского языка, из других языков, почему это неплохо для русского языка. Вот. В общем, посмотрите это видео. Я не помню, как оно называется, но вы найдете на канале про заимствованные слова. 100% найдете. На английском только надо поискать, и вы найдете. Так. Сколько лет твоему сыну? Ну, блин, какой допрос? Какой допрос? Сколько вопросов про личную жизнь? Неужели так интересна моя личная жизнь, друзья? Ну, это не секрет, ему 11 лет. 11 лет моему сыну и 2 года моей дочке. Так. Господи, кто-то написал на китайском языке. И ведь я изучал китайский язык. Давайте я попробую прочитать. Ох, это будет сложно, конечно. Ну, окей. Макс ни... Блин, вот это я забыл. Не лай... Нет, ну ладно. Цай сюэ си... Сюэ... Господи. Сюэ си джунвэн ма. Короче, я понял, да, Макс, ты сейчас... Ну, ты продолжаешь изучать китайский язык или нет? Нет, я с трудом даже прочитал такие простые фразы, потому что, ну, конечно, такие слова, как «джунвэн» или там «сюэси», они запоминаются навеки, но вообще, конечно, мой китайский уже вообще никакой. Вообще китайский язык это тот язык, который у тебя просто испаряется, да, как, ну, как вот вода превращается в пар, да, и уходит.
китайский язык, если его не использовать, если его не поддерживать, он просто уходит. В общем, жуть, да. Поэтому, что это вот за иероглиф, а? Это цай, а это что такое? Блин, не помню. Ну ладно. Эх. Так, что еще у нас? Какой уровень вы говорите по-испански сейчас? Учиться часто? Наверное, Дэйв имеет в виду, какой у меня уровень... Нет, на каком уровне... Ну, как сказать? На каком уровне ты говоришь по-испански сейчас? Какой уровень испанского у тебя сейчас? Наверное, мы скажем так. Какой уровень испанского у тебя сейчас? Ты учится часто? Как это учиться часто? Ты много времени уделяешь языку? Наверное, я бы так сформулировал. Учиться часто мы, конечно, не говорим. Ну окей, я понял вопрос в любом случае. Я не знаю, какой уровень, честно сказать. Я не знаю. А2, между А2 и Б1. Где-то здесь, наверное. Где-то, наверное, B1. Аудирование B1, B2. Разговор, наверное, А2, B1. Как-то так. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, друзья. У меня, знаете, проблема такая. У меня вот есть мышка. Я использую мышку, люблю мышку. И у меня не работает ролик. Ну, он работает, но он работает плохо. Поэтому я не могу прокручивать комментарии, да, прокручивать. То есть крутить, прокручивать. Прокрутил, еще прокрутил, еще прокрутил. Вот это называется прокручивать. Я не могу прокручивать комментарии роликом, поэтому я прокручиваю с помощью тачпэда на ноутбуке. А тачпэд тоже плохо работает. Поэтому, да. Хим говорит, что я ищу плейлист на ютубе А1, А2. Я думал, что на твоем канале был такой, но я не могу его найти. Слушай, надо посмотреть. Для А1 у меня почти нет контента. Только А2 и выше. Вот. По крайней мере, на данный момент. Привет из Санкт-Петербурга пишут. Ух, друзья, сколько вопросов. Какая у нас интересная беседа. Я даже не успел рассказать про свои, а я и не буду. Давайте я сказал, что у нас будет больше спонтанный сегодня стрим. Мне хочется послушать вас, поотвечать на ваши вопросы. Вот. Дилан спрашивает: Макс, тебе кажется, что уровень английского языка среди молодых людей лучше в России или в Аргентине? Спасибо. Дилан, если мы сравним Буэнос-Айрес и Москву, я думаю, наверное, Москва. Все-таки, мне кажется... Не знаю. Просто проблема в том, что я никогда не использую английский в Аргентине. Мой испанский очень слабый, но все равно я почти никогда не использую английский, потому что моего испанского хватает, чтобы объясниться. Ну, только если с друзьями где-то я встречаюсь, да, какая-то дружеская беседа, то, да, моего испанского не хватит, чтобы нормально, хорошо так поговорить. И мы говорим на русском или на английском.
Поэтому я не могу оценить, насколько хорошо в Аргентине, ну, в Буэнос-Айресе. Некорректно сравнивать Аргентину и Россию. Города, да. Я думаю, что, наверное, в Москве все-таки уровень выше. Хотя я не уверен. Я не уверен. Мне кажется, плюс-минус то же самое. Плюс-минус то же самое. Я не думаю, что в Москве лучше знают английский. Окей, молодые люди, может быть. Хорошо, молодые люди, может быть. Ладно. Сложный вопрос. Сложный вопрос. Иногда я мечтаю на русском языке, но вероятно, что это сломанный русский. Да, ну и что? Ну и что? Макс, я из Сараева, Босния и Герцеговина. Я увидел, что ты был в моем городе и не мог поверить, когда увидел твое видео из Сараева. Просто невероятно. Я тебе больше скажу, что... я сам был у Сараеву 2 пута. Правильно я сказал или нет? В общем, я был в Сараево 2 раза, минимум 2 раза. Да, не знаю, правильно ли я сказал. Мой сербский, боснийский, хорватский тоже деградирует, поэтому не обижайтесь. Но, кстати, вот сербский язык не так выветривается, как китайский. Ну, наверное, потому что логика похожа, и, наверное, потому что... Не знаю. Наверное, потому что просто язык ближе русскому и проще. Поэтому китайский прям... А сербский все-таки... Ну, если я приеду в Сербию, то очень плохо, но я смогу... объяснить то, что мне нужно. Вот. Что-нибудь типа это... Дали имате тамно пиво. Что-нибудь такое, да. Есть ли у вас темное пиво? Хорошо. Привет, Макс. Благодаря твоему подкасту сделал немецкий... Сдал свой немецкий абитур по русскому языку на отлично и затем путешествовал по Центральной Азии, разговаривал со всеми местными людьми только на русском. Расмус, молодец! Красавчик! Красавчик! Просто молодец. Просто молодец. Ух. Так. Ух. Сколько у нас комментариев, друзья? Сколько у нас комментариев? Друзья, если вам не сложно, поставьте лайк этому видео. Будет очень приятно. Будет приятно мне и будет приятно алгоритмам Ютуба. Вот. Будет, да, приятно. Хорошо. Давайте я еще прочитаю ваши комментарии. Меня зовут Лео, и я из Швеции. Швеция, да? Швеция. Как у нас по-шведски будет «привет»? По-шведски я знаю только «en kopp öl». К сожалению, на этом мои познания в шведском закончены. Значит, у нас сегодня какой-то кружок любителей иностранных языков. Макс пытается прочитать что-то на китайском, пытается сказать что-то на шведском. Ужас. Ну, в смысле, это прикольно, конечно, но извините, друзья, извините. Да. Так вот, я из Швеции, пишет Лео. Я обожаю твой контент, и я прослушал почти все выпуски твоего подкаста. И это мне очень помогло улучшить мой уровень русского языка. Лео, ну ты пишешь очень-очень хорошо. Очень хорошо. Просто молодец. Круто. Наверное, потому что ты прослушал все подкасты. Друзья, если вы хотите писать так же хорошо, как Лео,
Попробуйте переслушать все мои подкасты, все выпуски моего подкаста. Уверен, что после этого вы будете понимать и говорить отлично. Макс, почему у тебя такая красивая душа? Душа? Так, где-то моя душа. Как найти душу? Хороший вопрос. Не знаю, не могу сказать. Это вопрос к маме. Надо у мамы спросить с папой. Так, Лайм пишет. Я участвую в велосипедной группе здесь, в Сан-Паулу, Бразилия, и мне только что сказали, что у нас теперь есть российский член. Я с нетерпением жду встречи с ним в эти выходные. Давай, Лайм, или Лиам, да, ну, Лайм, наверное, поговори обязательно с ним. Я жил в Европе и на Ближнем Востоке, пишет Джон Рэмбо. Я нахожу русских почти везде. Очень большая диаспора. Я представил, как Джон Рэмбо находит русских. Коммунист! Коммунист! Да, как было в фильме. Да, у фильма Рэмбо, конечно, классный фильм. Я обожаю фильм Рэмбо, особенно первую часть. Первая часть моя любимая. Остальные, так, первая часть просто супер. Но, конечно, вся эта идеологическая такая пропаганда голливудская в 80-х ужасная. Но все равно я люблю фильмы, ну, как бы, ничего страшного. Круто то, что мы можем отделять, надеюсь, что мы можем отделять какую-то пропаганду, убирать ее из фильма и просто наслаждаться фильмом. Я також бив у Сараеву. Живю сам у Старом Граду. Отлично. Мич тоже пишет, что он был тоже в Сараево и жил в Старом Городе. Классно. Отлично. Да, ты правильно сказал, 2 пута. И дали им это там, но пиво. Браво. Хвала, брате. Так. If you want to write as well as Leo, listen to all the episodes of my podcast. Is that what he said? Да, Роберт, он сказал, что он, Лео, прослушал все мои выпуски подкаста. Я даже уточню. Может быть, я что-то придумал, а то я читаю один комментарий, потом другой. Да, Лео пишет, я прослушал почти все выпуски твоего подкаста, да. Все правда. Все правильно. Такс, ну что, Макс, привет. Хотел спросить тебя, ты снова приедешь в Сербию? Приедешь ли ты снова в Сербию? Да. Ну, я надеюсь. Я уверен. Я уверен, что так или иначе я приеду еще в Сербию. Не знаю, приеду ли я в Сербию, чтобы жить там, прям долго жить. Не знаю. Не отрицаю такой возможности. Но то, что я точно приеду в Сербию, ну, 100%. Как бы это же как можно жить без плесковицы, да? Это же просто невозможно. Без сербской плесковицы. Так. Спрашивают, who is Leo? Кто такой Лео? Ну, Лео — это один из людей здесь в чате, который оставил комментарий. У него ник Creepy.
Да, Лео, прости, что я тебя сдал, но, видимо, люди интересуются, хотят проверить твой комментарий, действительно ли он хорошо написан, а он хорошо написан. Так, ну что ж, давайте посмотрим, кто еще у нас что пишет. Ох ты, господи, это язык шотландский гельский. Да, гельский язык — это, конечно, ух. Это прям ух. Это прям ух. Ух. Это просто вообще сложно себе представить вообще, как это звучит, как... Ну, то есть не сложно, так как я люблю кельтскую музыку, то в целом я слышал некоторые песни на гельском языке, поэтому я могу представить, как он звучит, но, конечно, круто, круто. Так. Так, что-то тут... Не очень понимаю. Ша Спаркс пишет: I'm working as an assistant for D. Jeffress. He's paying me to look for someone that can pleasure... О, господи, это, по-моему, какая-то фигня. Это просто надо удалить. Давайте это удалим. Ай, я не успеваю удалить, потому что чат идет. Вот. Окей. Сделаем вот так. Привет, Макс. Я изучаю русскую филологию в Варшавском университете, и мы со студентами часто смотрим твои видео во время занятий. Приветствую. Прикольно. Передавай привет своим студентам, студентам Варшавского университета. Большой-большой привет, друзья. Большой честь, привет, удачи и, в общем, да. Так. Ой. Опять я забыл выключить свой телефон. Оповещение. Что ж, друзья, мы уже около часа в эфире. Я думаю, что мы постепенно будем... мы потихонечку будем... Да, Хоэль или Джоэль, да, действительно, не нужно было это читать. Я начал читать и понял потом, что это просто спам. Но не всегда, к сожалению, это сразу понятно. Тем более мой компьютер немножко далеко находится, и мне приходится вот так вот пытаться разобрать, что написано. Привет, я из Польши. 2 дня назад я вернулась из Москвы. Я совершила поездку в театр сатиры, чтобы посмотреть «Мастера и Маргариту». Наверное, классно. Я смотрел «Мастера и Маргариту» один раз, по-моему, всего один раз. Но впечатлило, меня впечатлило. Так, ну что, друзья, надеюсь, что я ответил на все вопросы, ну, на основные вопросы, которые... Нет, я имел в виду Лео, друзья. Ну, посмотрите, я же сказал, ник Creepy. Он оставил комментарий. Макс, привет, я из Швеции, меня зовут Лео. Поэтому не путайте. Вот, надеюсь, что я ответил более-менее на все вопросы, друзья. Если еще у вас какие-то будут вопросы, пишите. Тяжело отвечать на все комментарии на YouTube, но обязательно, если вы хотите получить ответ, лучше всего пишите на сайте russianwithmax.com. Там в комментариях к подкастам можно писать мне, я отвечаю. Я отвечаю всегда. В 90% случаев. Вот, поэтому пишите, друзья, пишите. И всего вам доброго. До новых
новых встреч.